Ты замечал, что есть мужчины, которые ничего не доказывают, не шумят, не суетятся, но к ним тянет. Их уважают, им доверяют, их боятся потерять. Это не про внешность и не про агрессию. Это про стержень, про ту самую брутальность, которую невозможно подделать. Меня зовут Джалал, это канал про харизму. Сегодня я покажу тебе 4 шага, которые помогут развить эту спокойную, зрелую силу. Мы разберем не только поведение, речь и контроль тела, но и то, что делает мужчину по-настоящему устойчивым каждый день. В середине видео ты получишь конкретные практики, которые можно внедрить сразу. А в финале разберем, почему настоящая брутальность невозможна без духовного фундамента. Если ты хочешь не просто производить впечатление, а реально меняться, досмотри до конца. В этом видео нет воды, только суть. Шаг 1. Сила без слов. Как вести себя, чтобы чувствовалась твердость? Ты можешь ходить с квадратной челюстью, смотреть из-под лобья, качать мышцы, говорить басом, и все равно никто не будет чувствовать в тебе силы. Потому что сила не в образе. Настоящая брутальность начинается внутри. Это состояние, это твоя внутренняя настройка. Как ты смотришь на себя, на людей, на мир. У брутального мужчины в голове нет спешки. Он не боится тишины. Он не суетится, чтобы понравиться. Он не в панике, если кто-то посмотрел не так. Он не ищет одобрения, потому что у него есть основа внутри. Настоящая брутальность – это когда ты не защищаешься. Ты не закрываешься, не колешься, не оправдываешься, потому что ты не играешь роль. Ты есть, и тебе достаточно просто быть. Это звучит просто, но это огромная работа, потому что большинство мужчин снаружи выглядят уверенными, а внутри тревога, внутри страх быть отвергнутым, осмеянным, слабым. И все, что они делают, это попытка этот страх замаскировать. Кто-то играет альфу, кто-то становится саркастичным, кто-то скрывается за образами. Но пока ты не посмотришь внутрь себя и не увидишь, чего ты на самом деле боишься, пока ты не скажешь себе честно: «Да, я хочу быть уважаемым, я хочу, чтобы меня ценили», ты будешь продолжать играть. А брутальность не игра. Это тишина внутри. Это когда ты не боишься паузы. Это когда ты смотришь человеку в глаза и не прячешься, не нападаешь. Просто смотришь, присутствуешь. Это мощь, которая молчит, но ее все чувствуют. Поэтому первый шаг – это честность с собой. Перестань играть, перестань изображать. Просто спроси себя, чего я боюсь, чего я избегаю, где я прячу свою слабость под маской. И когда ты начнешь видеть, ты начнешь меняться. Не на публику, а по-настоящему, внутри. Шаг 2. Речь уверенного. Как звучать, чтобы внушать уважение. Одно из самых заметных качеств брутального мужчины – он не распыляется. Он говорит мало, но каждое слово точно. Он не объясняется, не оправдывается, не ищет, как сгладить, чтобы все были довольны. В его речи нет паники. Он не торопится, чтобы быстрее закончить. Он не прощупывает реакцию собеседника. Он говорит из внутренней стабильности. Запомни, когда ты говоришь много, сбивчиво, оправдываясь, перебирая слова, ты демонстрируешь тревогу. Даже если ты говоришь правильные вещи, твой собеседник чувствует, ты боишься. А когда ты боишься, ты теряешь уважение. У людей в подсознании срабатывает простой сигнал, раз он сам не уверен в себе. Почему я должен быть в нем уверен? Брутальность – это умение говорить спокойно, точно и иногда вообще молчать. Молчание – огромная сила, особенно в моменты давления, когда кто-то повышает голос, когда тебя провоцируют, когда кто-то пытается «не отвечай сразу, посмотри, подыши и скажи только то, что хочешь сказать, без лишнего».
Ты можешь отказывать, не объясняясь. Ты можешь сказать: «Нет, сейчас не могу», и все. Не потому, что ты грубый, а потому, что ты взрослый. У взрослого человека нет нужды оправдываться за каждое решение. Он знает, что он делает. И даже если ошибается, он не паникует, он не ищет одобрения. Он делает выводы и идет дальше. Попробуй это прямо сегодня. Когда тебе захочется объясниться, остановись. Вместо длинной речи скажи одну фразу. Посмотри, как изменится реакция людей. Ты увидишь, что чем меньше лишнего, тем больше в тебе уверенности. А чем больше уверенности, тем больше уважают. Слова должны идти из центра. Не из страха, не из спешки, не из желания понравиться. Из ясности. И тогда даже самая простая фраза прозвучит сильно. Даже простое «я подумаю» будет ощущаться как твердое решение, а не уклонение. Потому что за твоими словами не пустота, а основа. Шаг 3. Контроль тела, контроль ума. Ты можешь сколько угодно тренировать голос, читать книги по психологии, повторять уверенные фразы перед зеркалом. Но если твое тело выдает неуверенность, тебя всегда будут считывать как слабого. Люди чувствуют твое состояние, прежде чем услышат слова. И если ты хочешь стать по-настоящему брутальным, ты должен начать с тела. Заметь, как ты двигаешься. Брутальный мужчина не дергается, он не делает резких жестов, он не суетится. В его теле ритм, плавность, твердость. Он идет спокойно, смотрит прямо, сидит так, будто его не нужно убеждать, что он имеет право быть в этой комнате. Он уже здесь, он уже в себе, и это чувствуется. Начни замечать мелочи. Постоянно касаешься лица, трогаешь шею, трясешь ногой. Все это сигналы тревоги. Ты словно говоришь телом: «Я не уверен, я не в себе». И ты можешь даже не осознавать этого. Но другие чувствуют, особенно женщины, особенно мужчины, которые считывают силу на бессознательном уровне. Работай с телом каждый день. Сядь, закрой глаза, почувствуй спину, почувствуй стопы, дыши спокойно. На вдохе расширяйся, на выдохе отпускай напряжение. Это не медитация, это возвращение в опору. Когда ты в теле, ты не паникуешь. Когда ты в теле, ты не оправдываешься. Когда ты в теле, ты звучишь иначе. Следи за осанкой, за шеей, за подбородком. Он не должен быть ни вверх, ни вниз. Прямо, просто и спокойно. Когда ты говоришь, не мели, делай паузы, дыши. Ты не должен торопиться, ты не на допросе, ты не на кастинге, ты центр. И когда ты в этом центре, даже тишина работает на тебя. Твоя походка — это тоже послание. Идешь ли ты так, будто тебе надо пробежать улицу, потому что кто-то ждет? Или идешь, потому что ты сам ведешь себя, не торопясь, не суетясь? Все это язык. Люди считывают твой язык, тело быстрее, чем слова. И если ты научишься быть в теле, быть в моменте, ты начнешь звучать без слов. Это и есть брутальность, это и есть спокойная сила. Когда ты не выбрасываешь энергию на понты, когда ты не компенсируешь тревогу шумом, а просто присутствуешь в теле, в голосе, в себе. Практика. Что делать каждый день, чтобы стать брутальным? Сила мужчины — это не вспышка. Это то, что тренируется медленно, последовательно, без зрителей. Настоящая брутальность рождается не на публике, а в тишине. Она создается из привычек, из того, как ты держишь спину, когда никто не смотрит, как ты отвечаешь, когда тебя провоцируют, как ты ведешь себя, когда тебе тяжело. Именно в этих моментах рождается мужчина, на которого можно опереться. Вот несколько ежедневных практик, которые формируют этот внутренний камень. Первое. Дисциплина тела. Не для красоты, а для контроля. Делай то, что ты пообещал себе. Подъем вовремя. Физическая нагрузка, пусть даже легкая. Холодная вода. Не из насилия над собой, а из уважения. Мужчина, который не может победить лень, не может победить страх. Все начинается с малого. Заправь постель, приведи в порядок стол, держи осанку, даже когда
когда один. Это простые вещи, но в них уважение к себе. Второе — пауза перед реакцией. Каждый раз, когда ты хочешь вспылить, резко ответить, что-то доказывать, остановись. Молчи 3 секунды, дыши. В этот момент ты учишься контролировать не только речь, но и эмоции. Это делает тебя непредсказуемым в хорошем смысле. Люди чувствуют, что ты неведом, что у тебя есть внутренний тормоз, и это внушает уважение. Третье — ясная речь. Говори четко, без суеты, без заискивания. Проговаривай мысли до конца. Это нужно тренировать. Говори перед зеркалом, записывай себя, слушай свой голос. И самое главное, следи за интонацией. Не оправдывайся, не тянись, не играй снизу. Каждый раз, когда ты звучишь спокойно, но твердо, ты строишь авторитет. Четвертое. Благодарность. Это может звучать неожиданно, но мужчина, который умеет быть благодарным, силен. Это не про сентиментальность, это про признание. Я вижу добро, я ценю. Благодарность дисциплинирует, она отрезвляет, она делает тебя спокойным, потому что ты перестаешь жить в позиции жертвы. Записывай каждый день хотя бы 3 вещи, за которые благодарен в себе, в людях, в жизни. Это очень тихая, но очень мощная практика. И последнее — тишина. 5 минут в день. Без телефона, без отвлечений. Просто тишина. Наблюдай за собой, за мыслями, за телом, за дыханием. Это момент, когда ты слышишь самого себя. Это момент, когда ты возвращаешься в центр. Брутальность не требует маски, она требует глубины, а глубина появляется только у тех, кто каждый день делает шаг внутрь себя, без понтов, без зрителей, только ты и твой выбор. Шаг 4. Брутальность как духовная зрелость. Есть сила, которая выше внешности, выше харизмы, выше уверенного взгляда. Это сила внутреннего стержня, основанного не на гордости, а на ответственности. Перед собой, перед близкими, перед Всевышним. Настоящая брутальность не начинается с того, как ты выглядишь. Она начинается с того, перед кем ты стоишь внутри. Если у мужчины нет высшей точки опоры, он будет шататься между похвалой и критикой, между принятием и отвержением, между одобрением и страхом. Он будет делать вид, что все под контролем, но внутри пустота, потому что он не знает, ради чего живет. Он не знает, кто он. Он не знает, для кого он делает свои выборы. Но когда ты живешь не только для себя, когда ты знаешь, что твоя сила дана тебе, чтобы защищать, сохранять, поддерживать, ты становишься другим. Ты не просто говоришь сдержанно, ты сдерживаешься ради чего-то большего. Ты не просто молчишь, ты молчишь, потому что умеешь выбирать, где нужно ответить, а где сохранить мир. Ты не просто отказываешься от слабости, ты бережешь свою силу, потому что она дар, и ты не тратишь ее на гнев, на обиду, на споры. Внутренняя дисциплина, опрятность, уважение к родителям, спокойствие, когда тебя провоцируют. Это все не просто хорошие качества, это признаки мужчины, у которого есть богобоязненность, который знает, за каждое слово он в ответе, за каждый поступок, за каждое проявление тащи или слабости. И в этом страхе не слабость, а мощь, потому что ты перестаешь быть игрушкой своих эмоций. Ты больше не живешь в реакции, ты в намерении. Ты чувствуешь, что на тебя смотрит тот, кто выше тебя. И это дает тебе границы, это дает тебе ось, это дает тебе покой, потому что теперь ты не будешь жить, чтобы доказать что-то людям. Ты будешь жить, чтобы быть достойным перед тем, кто дал тебе все. Вот почему настоящая брутальность начинается не в спортзале и не на ютюбе. Она начинается в сердце, в тишине, в молитве, в выборе быть твердым не ради превосходства, а ради справедливости. Быть сильным не ради контроля, а ради защиты. Быть уважаемым не ради эго, а потому что ты хранишь честь, данную тебе свыше.
Если ты хочешь не просто слушать, а меняться, научиться говорить с силой, строить границы, быть твердым, без масок и агрессии, ты можешь оставить заявку на личную консультацию. Это индивидуальная работа с фокусом на тебя. Оставить заявку можно по ссылке в описании и на экране. В моем телеграм-канале ключевые фразы, техники и разборы. Там все, что нельзя раскрыть здесь. Глубже, честнее, конкретнее. Поддержи это видео, поставь лайк, напиши комментарий, отправь другу. Так ты поможешь распространению благого